В сегодняшнем видео я хочу немножко поговорить о грибах, которые иногда появляются на ветках плодового дерева. Почему так происходит, как от этого уберечься. И вот эти грибы — это вредители или помощники. Грибы на дереве не появляются сами по себе. У них такие биологические особенности, что они питаются только мертвыми тканями или в данном случае мертвой древесиной. Грибы не поселяются и не размножаются на ветках, которые живые и хорошо развиваются. Вот эта яблоня зимой очень сильно подмерзла. Весной она очень плохо развивалась, и даже завелся в ней и в некоторых других яблонях короед, жук-заболонник. Так вот этот короед тоже, так скажем, не нападает на живые, хорошо развивающиеся деревья, только на те, в которых появляются подсохшие ткани. Так вот, вернемся к грибам. Грибы, питаясь вот этой мертвой древесиной, очищают дерево от ненужного, тем самым помогают дереву. И получается, что когда грибы появляются на дереве, это как лейкоциты у человека, которые в организме борются с инфекцией. В природе так все устроено, что все живое как бы сосуществует между собой и в некоторых смыслах зависят друг от друга. Вот эту веточку, на которой вот эти грибы, в следующем году в большинстве случаев придется отрезать, потому что она очень такая стала тонкая, и здесь практически не остались вот эти сосуды, которые проводят питательные вещества на верхушку вот этого деревца. Это молодое дерево, и хоть ему 4 года, но развивается оно очень плохо. В нижней части вот таких 2 ветки мне тоже пришлось обрезать, но дерево пытается себя немножко как бы восстановить и выращивает новые ветки, новые побеги для замещения. Поэтому как это деревцо будет развиваться в следующий год, я просто не знаю. Но вот сегодняшнее видео о грибах, и я хотел показать, как они выглядят. На вот этой яблоне ситуация подобная. Поселились грибы на вот этой ветке. Сразу, когда я это увидел, было очень неприятно. Но потом, поразмыслив, нашел информацию, которая мне помогла разобраться в данном вопросе. Поэтому я хочу и с вами поделиться этой информацией. Надеюсь, что это видео было полезно и интересно. Так что понажимайте все интересные кнопочки. А на сегодня у меня все.